Что самое главное в защищенном телефоне? Кого-то заинтересует агрессивный дизайн, кому-то будет важна живучесть аппарата, ну а для кого-то и сверхточная навигация окажется пределом мечтаний. Ну а производитель нашего сегодняшнего защищенного телефона пошел другим путем и сделал упор на сверхъемком аккумуляторе. Итак, меня зовут Ира, всем привет, а вы встречаете Ractal Tank X10. Итак, давайте начнем по порядку, как обычно, с внешнего вида устройства. Но лично у меня уж такого прямо вау-эффекта он не вызвал. В нашем случае телефон изготовлен полностью из черного пластика, который чем-то напоминает Soft Touch, но им вроде как не является, не такой бархатистый. Прорезиненным я бы его тоже не назвала, но на ощупь приятный, а главное, совершенно не оставляет на себе отпечатков пальцев, а значит, пыль и грязь не должны приставать к поверхности. Лицевая сторона в нижней своей части собрала 5 кнопок, 3 из которых сенсорные: меню, домой и назад. И еще 2 уже механические, зеленая и красная. С помощью них, как несложно догадаться, можно принять или отменить вызов. Красный еще служит для перехода в спящий режим. Сверху над дисплеем расположены 2 датчика приближения освещенности, камера, разговорный динамик и светодиодный индикатор, который имеет достаточно много цветов. Благодаря этому вы сможете назначить каждому событию свой цвет. Задняя часть выглядит довольно простенько. Сверху камера и вспышка, под ней большая крышка аккумулятора, которая сверху держится на защелках, а снизу на 2 болтах. Чуть ниже их еле заметное продолговатое отверстие динамика. Качество звука, который исходит из данного устройства, оставляет желать лучшего. При максимальной громкости танк и вовсе начинает похрипывать. Видимо, диапазон воспроизводимых частот здесь не очень большой. В общем, для оповещения о звонках или смс-ках этого вам хватит. Но на больше, увы, танк не способен. По торцам смартфона расположились еще несколько кнопок. На правом сверху качелька регулирования громкости, а снизу кнопка включения телефона. Ибо местами поменять, ну или кнопку включения приподнять чуть выше, все-таки не очень удобное расположение для самой используемой кнопки и такого большого телефона. Но производитель все-таки разместил дублирующую кнопку включения на лицевой части. Но опять же она находится снизу, и пальцем все-таки до нее приходится тянуться. На левом же торце находится кнопка быстрого вызова камеры и кнопка SOS такого яркого красного цвета. В настройках указываются контакты, которым в случае экстренной ситуации придут смс-сообщения с вашим набранным текстом и координатами местоположения, которые телефон вычислит перед отправкой. Что касается заглушек, то здесь она одна. Под наушники и USB кабель сразу. Вот, изготовлена она из жесткой резины, открывается и закрывается легко. Аллилуйя! И защитит вас от воды, грязи и пыли. Ну, в общем, такая универсальная штучка. Сам корпус скреплен 2 болтами снизу и сверху, которые покрашены в цвет корпуса черным цветом. И в целом внешний вид Ractal Tank X10 выглядит достаточно гармонично. Кстати, очень понравилось, как здесь решена проблема такого здорового и большого аккумулятора. Производитель сделал заднюю крышку немного покатой, поэтому телефон держится в руке не как прямоугольный кирпич, а вполне себе очень даже и аккуратненько. А вообще, кстати, этот телефон мне напоминает реальный танк. Пиу! В общем, телефон получился достаточно большим. И, как уже можно было понять, львиную долю здесь занимает аккумулятор. В общем, габариты у танка таковы: 153 мм в длину, 81 в ширину и 24 в высоту. Вес девайса составляет 285 граммов. Теперь стоит рассказать об экране Tank X10. Дисплей имеет диагональ 4,5 дюйма, выполненный на IPS-матрице с разрешением 540 на 960 пикселей. Картинка выглядит очень даже неплохо, изображение смотрится достаточно четким, даже несмотря на такое невысокое разрешение. Углы обзора не вызывают никаких нареканий. Как ни посмотри, все читается. Конечно, не OGS, но тоже неплохо. Яркости на солнце должно хватить, но уже с натяжкой. Возможно, кое-где придется прикрыть экран рукой, чтобы разглядеть детали. Вот где довольно интересно, так это внутри Ractal Tank X10. Телефон работает на недавно представленной платформе MT6735M. Основное отличие нашей модификации M чипсета является немного урезанная частота процессора с 1,3 ГГц до 1 ГГц и невозможность работать с Full HD экранами. Но это уже нас мало касается. За графическую часть отвечает Mali T720, который опять же немного подрезан и работает на частоте 400 МГц. Все тесты говорят об отличных результатах нашего смартфона и ставят его на первое место по производительности среди защищенных телефонов.
В повседневной работе проблем тоже никаких. Менюшки летают, страницы в браузере прорисовываются быстро. Очень порадовала новая версия Android 5.1, что-то новенькое прямо в стане защищенных смартфонов. А еще здесь есть беспроводные обновления. Одно мы уже установили, пока телефон был у нас на тесте. В общем, производитель, видимо, все-таки работает над своей софтовой частью. Ну или пока работает. Ладно, давайте перейдем к аккумулятору. Здесь заявлена емкость 5000 мАh. Мы провели испытание, запустили Antutu батарей тест, и здесь наш девайс набрал почти 19 тысяч баллов, обогнав при этом другие именитые модели. Что действительно здорово, телефон проработал со включенным тестом, а это постоянная нагрузка. Включенный дисплей, Wi-Fi, работа с сетью и воспроизведение видео около 12 часов. При этом заряд еще показывал 13%, и примерное время работы 3 часа. Пожалуй, это самый живучий из всех защищенных смартфонов. Ractal Tank X10 оснащен двумя камерами. Передняя на 5 мегапикселей и задняя на 8. Фотографии получаются хорошие, уж точно получше, чем во многих моделях защищенных телефонов. Передняя камера отлично подойдет для селфи или разговоров по скайпу. На заднюю же можно сделать вполне себе хорошие фотографии. Есть возможность съемки видео в HD разрешении, и выглядит оно неплохо. Правда, на микрофон лезет какое-то непонятное шипение, а так особых претензий к видеорежиму нет. Что касается защищенности, то наш смартфон имеет степень защиты IP68. Это значит, что он пыль и водонепроницаем, может быть погружен в воду на глубину до 1 метра, а еще его можно ронять с высоты 120 сантиметров на бетонную поверхность. В общем, давайте не будем верить словам и по традиции перейдем к тестам.
Что ж, давайте подведем небольшой итог. Ractal Tank X10 получился достаточно крупным телефоном с большим аккумулятором, мощной начинкой и неплохим дисплеем. Что же касается защищенности, то здесь нас производитель не обманул. И свою работоспособность этот телефон после наших тестов не потерял. А еще мы совсем забыли в нашем обзоре рассказать о наличии NFC. Возможно, для кого-то это станет решающим фактором при покупке смартфона. На этом все. Спасибо большое за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте комментарии, не забывайте про лайки. Чао!